В Corel понтон растром можно сделать двумя способами. Если у вас изображение, вот что-то типа такого, то есть какая-нибудь, допустим, маска или просто маленькие значочки в один цвет без полутонов, то можно сделать так. Для начала надо убедиться, что у вас, значит, эта картинка не имеет прозрачности. Для этого можно, например, заюзать мой макрос Bitmap Tools. Смотрим, прозрачность есть. И убираем прозрачность. Замечательно. А то у вас иначе PDF-ка будет криво отписываться. Теперь повысим разрешение. Тут 300, но поскольку мы будем переводить в монохромный битмап, то сделаем, допустим, 1200. Вот. Теперь, собственно, переводим в монохромный битмап по методу LineArt. Можно здесь вот ползунок пошевелить туда-сюда. В принципе, обычно посередине это самое нормальное. Вот. И теперь этот монохромный битмап мы можем его красить, как любой кореловский объект. Вот у него есть как бы заливка и как бы фон. Но на самом деле то, что было белым, превращается в заливку, а само изображение, оно как бы видится как outline, немного неинтуитивно. Таким образом, мы можем задать сюда, соответственно, в виде аутлайна любой понтон. Например, мы зададим вот 0,32. Вот. И, пожалуйста. А заливку и вовсе можем сделать прозрачной. Вот она у нас. У нас прозрачная картинка получилась в понтоне. Второй способ хорош, когда у нас изображение полутоновое. Это способ через дуотон. Берем картинку и переводим ее в дуотон. Здесь задаем понтон, которым она будет покрашена. Давайте тот же, собственно, 32. Опа! И все. Картинка у нас получилась дуотоном. Также осталась на прозрачном фоне, как и была. Тут он ей уже не помешает. Если надо перекрасить, то, опять же, немного контринтуитивно, нажимаем снова на Convert to Duotone. Но ни во что она уже не конвертируется, она остается как была, просто мы можем поменять в ней понтон на какой-нибудь другой. Вот и, пожалуйста. Посмотреть, что у нас получилось, мы можем, как обычно, через печать и сепарации. То есть надо просто вот здесь включить, показать сепарации. И можем по сепарациям посмотреть, что вот у нас понтон 1, вот у нас понтон 2, а вот у нас смековые цвета. Так просто, наверное, будет смотреть проще всего. И мы можем, пожалуйста, отписать с этого дела PDF-ку. Вот такая вот PDF-ка. Если мы ее посмотрим вот так вот, увидим, что понтоны остались понтонами.